вкусовые предпочтения у беременных. Почему и как они меняются? Кто-то хочет каких-то креветок, кто-то хочет авокадо. Это те же самые два гормона, прогестерон и эстроген, пигмента, который и отвечает за цвет кожи. Факт номер 4. Забывчивость у беременных. Я думаю, мороженое ты должна мое отдать мне. Эмоциональное состояние матери, которое, значит, подбиваю итоги. Друзья, приветствуем! Мы сегодня с Танюшкой, с моей женушкой, будем рассказывать 10 интересных фактов о беременности. Удивительных фактов. Удивительных фактов, которые мы не знали. И мы уверены, что они будут вам очень интересны узнать, потому что это реально какая-то тайна. И я хочу сказать, что эти факты действительно могут вас немножечко впечатлить, потому что семьи, даже имея уже парочку детей, не все об этом знают, поверьте. Поехали? Да. Рассказываем. Поехали, рассказываем, поехали, рассказываем, поехали. Первый факт, о котором мы сейчас с вами обсудим, это вкусовые предпочтения у беременных. Почему и как они меняются. Сейчас об этом более подробно, доступным языком Танюшка попробует рассказать вам. Одна из самых главных причин изменения вкусовых предпочтений у беременных женщин – это гормоны, конечно же, гормоны. Повышение двух гормонов, прогестерона и эстрогена, как раз-таки и влияют на изменение вкусовых рецепторов у женщин. Поэтому некоторые испытывают очень сильную тягу к соленому, кислому, а некоторые наоборот там хотят чего-то сладенького, причем побольше. Например, как я. Я не могу сказать, что меня очень сильно начало тянуть на какие-то соленые помидорки, огурчики, а вот сладкого я почему-то хочу. Потому что ты всегда любила сладкое. Второе – это, естественно, обычный физиологический фактор. Организм женщины нуждается в продуктах, которые более богаты веществами, которые будут помогать развиваться их организму и организму плода. Поэтому иногда у женщин, которые, например, не любили творог, есть большая потребность скушать килограмм творога за один раз, потому что там, естественно, этот продукт очень богат кальцием, и неподсознательно просто мозг женщины требует это. Кто-то хочет каких-то креветок, кто-то хочет авокадо. То есть все такие продукты, которые раньше мы могли вообще не употреблять и даже не знать их вкус в целом. Женщина может этого хотеть. Поэтому мы недавно записывали челлендж, где мы экспериментировали. Танюшка кушала дыню с горчицей, какие-то продукты с майонезом. Это, конечно же, было смешно. Не все мне зашло, но у меня есть знакомые девчонки, которые во время беременности, их действительно привлекали какие-то такие непонятные сочетания, например, там клубника с майонезом, или там кто-то не любил морскую капусту, начала на это наседать и хотеть этих продуктов. То есть это, по сути, не особо объяснимо человеческому мозгу, но и с другой стороны все очень понятно. Мы, женщины, неподсознательно пытаемся обеспечить себя и своего малыша всем самым-самым-самым полезным, который может только дать нам природа. Факт номер 2. Маска беременности. Что это такое? Маска беременности представляет собой изменение пигментации кожи у беременных, которые часто проявляются во время беременности. Это состояние характеризует обычно появление черных точек вокруг глаз, носа, лба и рта. Короче, по всему лицу, просто Да. Короче, по всему лицу появляются черные какие-то незначительные пигментации, которые характеризуют, что моя жена беременна. То же самое. Первая и самая большая причина появления этой маски – это, опять же, гормональный сбой. Это те же самые два гормона – прогестерон и эстроген,
повышаются у женщин во время беременности и вырабатывают очень большое количество меланина, пигмента, который и отвечает за цвет кожи. Поэтому, естественно, у некоторых появляются вот такие пигментные пятна. У кого-то они слишком выраженные в темных цветах, очень сильно проявляются, у кого-то совсем незначительные. Также беременные, естественно, намного чувствительнее, чем в обычном состоянии. Поэтому женщины намного уязвимее в этот период, и ультрафиолетовые лучи тоже очень много вырабатывают меланина, который, естественно, проявляется в пигментных пятнах. А еще важно знать, что чаще всего маска проявляется у более возрастных женщин, чем у молоденьких беременных будущих мам. То есть, чем вы старше, тем вероятность выше, что вы покроетесь пигментными пятнышками. Но это обычные явления, и я считаю, что ничего страшного, если там будут пятнышки, не пятнышки, если вы носите у себя под сердечком свое маленькое будущее счастье, которое родится и будет скоро вас радовать каждую секунду, да, скажи, да, я тут есть. Я думаю, никакие пигментные пятна и никакие абсолютно внешние виды вас особо интересовать не должны. Факт номер 3. Плач плода. Может ли плод плакать внутри утробы? Да, плод действительно может плакать. И это явление исследователи изучили и доказали, что плод в поздних стадиях, начиная с 28 недели, может плакать. Это удивительно, но плод может плакать внутри утробы, начиная, опять же говорю, с 28 недели. Этот плач отличается от плача новорожденного ребенка. Они не те же самые физиологические явления себе представляют. Плач внутри утробы больше похож на какую-то физиологическую процедуру, которая воздействует разные стимуляторы, и за этим можно понаблюдать только с помощью ультразвукового исследования. А так ты даже не узнаешь, что там ребенок у тебя внутри утробы плачет. Но это есть так, оно плачет. Да, действительно, внутри материнского организма ребеночек плачет. И это на самом деле очень важный, нужный процесс, потому что во время этого ребеночек учится самостоятельно делать движения, которые ему пригодятся в жизни уже вне утробы материнского организма. Ребеночек хмурится, вырабатывает мимику личика, сжимает, разжимает кулачки. Таким образом он реагирует на разные, может быть, какие-то стрессовые ситуации, может быть, какие-то громкие звуки, которые ему то ли понравились, то ли нет, это уже неизвестно. Это, как говорил уже мой муж, увидеть невозможно, но только вот на УЗИ, если вы хотите проверить это, можно попросить доктора сообразить какой-то громкий шум, например, и посмотреть на УЗИ на реакцию ребеночка. Он может тоже сжимать кулачки, он может как-то там вздрогнуться, он может сделать какое-то движение, это и будет реакция. А если прям техника супер хорошая, и можно будет очень близко разглядеть лицо, головушку детеныша, то тогда вы даже увидите, как немножечко меняются его черты лица, то есть он там может захмуриться, и это действительно очень похоже на настоящий плач ребеночка. Дорогие родители, не переживайте, если вы вдруг слышите такую фразу, что ваш ребеночек в животике уже плачет, потому что как бы это феноменально ни звучало, все равно этот процесс очень необходим и важен для развития вашего ребеночка. И самое интересное, и самое подходящее нам, это факт номер 4. Забывчивость у беременных. Забывчивость, которую иногда называют беременной мозговой, появляется в большинстве случаев у беременных девушек во время беременности. Это так-то сложно звучит, но так и есть. Когда она беременна, у нее там эти чик-чик по-другому работает, и она начинает
плохо запоминать нужную информацию, она не такая сконцентрированная на задачах и поэтому получается сильно забывчивая. Проблема в том, что она не может запомнить нужную информацию. Например, я говорю Танюше там: ключи не забудь, забери с собой, когда будешь выходить из квартиры. Она говорит: хорошо. Она не возьмет ключи, конечно же, забудет. И не дай бог, я забуду ключи, все, мы потерялись. Тоже явление. Деньги, нужная вещь. Как я говорю: Танюша, возьми деньги с собой, когда пойдешь в магазин. Она идет в магазин пустая, ни с чем. И в итоге звонит мне, говорит: такой, пожалуйста, принеси мне деньги, я все собрал, не могу оплатить. А еще, друзья, недавно из прикольных факторов я зашла домой, сначала пошел там себе в квартиру, я зашла, при входе разулась и дверь просто прикрыла. Почему я ее не закрыла, я не понимаю до сих пор. Это не то, что даже забывчивость, тут уже невнимательность да. включается. И просто ты увидел, я не знаю во сколько, в 12 часов ночи, да? Не 12 часов, вот опять сейчас придумывает, забыла. Я спустя 2-3 часа увидел, что дверь наша в квартиру была не закрыта. Благо, мы живем в хорошей, в нормальной стране. Тут никто не зашел, даже никто не узнал, что мы оставили дверь открытым. Ара, как ты со мной живешь? Ара, с удовольствием, я с тобой просто кайфую. Почему это происходит у нас? Вот в чем вопрос. Я, если честно, даже еще когда не знала, что я беременна, у меня уже эти провалы в памяти начали проявляться. Я не понимала сначала вообще, с чем это связано. То есть я шла за каким-то предметом, в итоге, пока пришла в комнату, уже забыла, что искала. Ну, это нормально. Это, в принципе, и до беременности у меня были такие пунктики, но не так сильно выражены. Значит, первое, как обычно, гормональный сбой очень сильный, который меняет все в женском организме. Второе, физиологические изменения. И третье, это же все у нас называется стрессом. Конечно же, женщина меняется абсолютно кардинально в этот период времени, и мозг, соответственно, как и весь организм, полностью перестраивается и пытается с этим всем справиться, но он немножечко отстает, понимаете, ему сложно. И надо это нормально принять, ничего в этом такого аж тяжелого и страшного нет, это все природное явление, и на эти стрессы надо реагировать абсолютно нормально. Естественно, это сказывается на нашей памяти, на нашей внимательности и на нашем в итоге поведении. Еще очень важное, что влияет на забывчивость женщины, беременной женщины, это сон. К сожалению, во время беременности ты хочешь не хочешь, ты спишь намного хуже, чем хотелось бы. Опять же, это и стресс, это и постоянно давящий тебя мочевой пузырь, тебе постоянно кажется, что ты хочешь в туалет, и ты в какую позу бы ни прилег, тебе постоянно нужно вставать и идти в туалет. Ты там что-то сделал, не сделал, это не важно, но спать это явно мешает. Это я прям уже по своему опыту говорю. Я ночью просыпаюсь раз 5 точно, чтобы сходить в туалет, и ты пока придешь, пока ляжешь, пока заснешь, это опять придет определенный период времени. То есть получается, особо нормального здорового сна женщина не получает. И это тоже сказывается на наших кукушках. Девочки, мальчики, это нормальное явление, ничего в этом страшного нет. Надеюсь, это пройдет. Может быть. Так что, милые девушки, не переживайте, не расстраивайтесь, не печальтесь по этому поводу. Главное, чтобы у вас был хороший, достойный муж, хорошее, прекрасное окружение, которое вас будет понимать правильно. Если даже вы что-то забыли, куда положили, или потеряли, или вообще все у вас вылетело из головы, что вы там обещали, чтобы на это нормально реагировали и вас поддерживали и понимали. Все, ничего тут в этом сверхъестественного нет. Пишите списки, не знаю, ставьте себе какие-то напоминалки в телефонах. Ставьте лайки. Все, с этим фактом закончили. Я думаю, мороженое ты должна мое отдать мне. Пожалуйста, пожалуйста. Я тебе говорил, хочешь, бери домой из дома себе мороженое. Мы решили выйти чуть пройтись и продолжить нашу
съемку на улице. Наш репортаж, наш рассказ о беременности. Так как мы беремушки, и нам надо обязательно гулять. И чем больше, тем лучше. Что там? Какая-то птичка где-то в гнездышке Вур-вур сидит. делает. Делает вур-вур-вур. Это сова. Нет, это голубь. Это тот, что делал по утрам, помнишь? Вор-вор-вор. Да. Вор-вор-вор. Красиво. Пятый факт у нас эмоции мамы и их влияние на малыша. Как эмоции мамы могут влиять на будущего ребенка? Как вы думаете? А я сейчас все расскажу. Эмоциональное состояние мамы может полностью влиять на будущего малыша. Исследования показывают, что стресс, психологическое и эмоциональное состояние напрямую влияют на ребенка. Как это работает, более подробно сейчас вам расскажет Танюшка. Ни для кого не секрет, что все эмоциональные состояния матери, которая вынашивает будущего ребеночка, автоматически передаются на него. Когда мама постоянно нервничает, расстраивается, плачет, грызет себя за что-то, когда она в вечном стрессе, естественно, плодик находится под максимальной какой-то угрозой. Женщины, которые находятся в таких состояниях, зачастую сталкиваются с проблемой преждевременных родов и массой проблем. К тому же это очень сильно влияет на ребеночка, который уже родится. То есть не зря вот наши бабушки, там, мамы всегда говорили, что не стрессуй, потому что ребенок будет нервным, потом родиться будет психопатом. Ну, это реально не шутка, это... Психопат. Ты смеешься, это доказанные факты, правда. Это... Нервный, я бы сказал. Нервные. Вот я у тебя была психопатка, нервотичка. Сейчас я спокойная, уравновешенная. Спасибо тебе. Рассказывай дальше. Состояние матери напрямую. Что ты ищешь? Я хочу тут свет включить. Напрямую? Тут у нас кругом фонарики, и он ищет, где включать. Напрямую? Вон какие-то черные. Спасибо, ты все увидишь. Стресс мой. Значит, состояние матери напрямую передается ребеночку. Поэтому максимально старайтесь быть расслабленными, получать от этого прекрасного периода жизни максимальное удовольствие, кайфовать и радоваться жизни. Потому что ребеночек за этих ваших позитивных эмоций родится более спокойным, более влиятельным, уже потом в старшем возрасте. Более спокойным, более влиятельным, я сказала. Да, уравновешенным. Внимательным, я хотела. Памяти нету. Чтобы ты понимал, я сказала и сразу же забыла, что я сказала. Ты говоришь влиятельным, я думаю, я что это слово говорила? Ребеночек родится более внимательным, будет лучше память у него, не будет такая, как у Маульки сейчас, и будет ему счастье. Следующий факт, факт номер 6, влияние музыки на будущего ребенка. Как музыка воздействует на развитие ребенка. Да, это так и есть. Музыка, которую слышит мама, напрямую влияет на физиологическое, на психологическое, на нейропсихологическое развитие ребенка. Поэтому вам лучше, если вы любите музыку, если даже вы не любите музыку, вам лучше слушать спокойную, приятную музыку. Никакого там тяжелого рока, никакого рэпа, никакого народного танцевального. Классическую, желательно спокойную музыку. Мы дома сейчас стараемся слушать пианино, но если нету пианино, то у нас есть другая музыка, армянская. Она тоже очень успокаивает. Поэтому можете включать армянскую эстраду тоже. Очень хорошо работает. Успокоение. Очень хорошо помогает для успокоения жены. Я продолжу. Естественно, музыка оказывает многогранное влияние на развитие вашего плодика. Это как успокоение малыша, так и если это какая-то более интенсивная музыка, так и на движение, на более... Что ты сделала? Ты зачем меня смешишь? Что тут смешного? Ты зачем ту резинку туда цепила?
смешно. Все нормально. Давай так. Нет, это стиль. Ара, ты замерзла. Я не замерзла, мне хорошо. Давай быстрее рассказывай. Ты замерзла, мне уже Только холодно. сосредоточусь на работе. Работа. И... Ой. Значит, подбиваю итоги. Однозначно, регулярное прослушивание приятной для вас, для вашего слуха, мозга, музыки, классика это будет, или любые приятные для вас жанры, однозначно помогает правильному развитию вашего ребеночка и налаживает связь даже еще и между матерью и ребенком. Поэтому старайтесь в этот период максимально много слушать классной музыки. То, что развивает слух, ты сказала? Нет, не сказала, А что не сбилась. сказала? Вот как раз тогда и говорила. Говори. А что, сейчас уже? Да, говори, развивает слух. Развивает слух у малыша и когнитивные функции. Молодец, все ты знаешь. Давай, Петюня. Факт номер 7. Усталость у беременных. Почему беременные так быстро устают? А, беременушка, что ты скажешь? Почему же, расскажи? А я сейчас все расскажу. Усталость – это один из самых наираспространенных симптомов, с которым сталкиваются беременные женщины. Он может возникнуть на любом этапе беременности. Он особенно часто наблюдается в первом и в третьем триместрах. Причины усталости разные, нету каких-то конкретных причин. Это может быть и все психологические нагрузки, и физиологические. Все ясно. Я свое сказал. Про причины немножечко подробнее расскажу я. Конечно же, это опять же наш тот же самый гормональный сбой и резкий рост у женщин прогестерона, который в принципе со своим масштабированием вызывает очень сильную усталость и сонливость у женщин. Также организм беременной женщины производит намного больше крови, чтобы обеспечить малыша кислородом и всякими питающими веществами. Это, естественно, вызывает нагрузку на сердце и тем же самым на остальные органы. И женщина от этого тоже чувствует себя намного усталее, чем до беременности. Усталые или уставшие? И Как уставшие, и усталее. Ты сейчас уставшая или усталая? Усталая есть такое слово. Устали. Ты будешь тут со мной? Да, Ты хочешь меня греть? давай. И еще. So? So-so. Ты уже забыла, да, что ты хотела сказать? Нет. И еще мы отметим физические факторы. Так как плодик растет, развивается, это тоже способствует постоянным физическим нагрузкам. Во-первых, набор веса у женщины. Это тоже все тяжело. Поэтому к концу дня женщина чувствует нереальную усталость. Да? Да, А ты и так чувствуешь? я чувствую усталость постоянно. Я даже не к концу дня. Ты приходишь с тренировки, а я уже чувствую усталость. Я уже не могу, да, Я уже хочу ложиться спать. А я, чтобы вы понимали, пока он придет, я схожу в душ, сделаю йогу, что-то там приготовлю, и все, я уже устала, я уже хочу спать. Ну, лежать, спать. Я тут серьезные вещи рассказываю, жалуюсь. Молодец. Фактор номер 8. Странные желания и пристрастия у беременных. Что такое странное желание и пристрастие у беременных? Необычные желания и пристрастия, которые испытывают многие женщины во время беременности. Известны как пищевые желания, которые могут притягивать к определенным вещам и даже к еде, которые обычно не считают привлекательным или притягательным. Это также связано с физиологическими и гормональными изменениями, которые происходят в организме женщины, а также потребностью в определенных пищевых веществах. Дорогие женщины, не нужно бояться своих желаний к чему-то такому, чего вы раньше не испытывали. То же самое, о чем мы уже говорили, если вам хочется
каких-то сочетаний, абсолютно несочетаемых продуктов, позволяйте себе это. Вы хотите кислый огурец С зеленым чаем. с зеленым чаем или с чашкой кофе, кушайте. Это никакого вреда абсолютно для ребеночка не несет. Если вы хотите мороженое с острым Горчицей. перцем, с горчицей, кушайте это. Реально, все, что сейчас в эту секундочку требует ваш организм, давайте себе. Все абсолютно, что вашему мозгу только там доступно, просто у каждого свои эти желания, все это нормально, все это пройдет. Ничего сверхъестественного в этом нет. Хочется, кушайте, делайте, позволяйте, кайфуйте. Симптомы у мужа. Что это такое? Так, расскажи нам. Это удивительно, но мужчины тоже могут испытывать вот эти твои эмоциональные восходы, входы или желания какие-то соленые, не соленые, сладкое, острое, вот это смешать. Почему-то вот мужчины, когда жена беременна, все это переходит мне тоже, мужчинам, то есть тоже переходит. Этот феномен называется синдром мужской беременности. Это состояние характеризуется почти тем же самым, что у беременных. Там тошнота появляется, вес растет, бессонница появляется и, как я уже сказал, там тяга к каким-то непонятным продуктам, еде. У меня есть бессонница И у тебя есть изменение настроения. и веса. И Я- веса у тебя есть. Слушай, это Я тоже реально. беременен. То есть у нас не одна беремушка, у нас две беремушки в семье. Нет, у нас одна беременность. Так что представляете, вот такая вот особенность. Это действительно научно доказано, что мужчины, которые очень сильно вовлечены в процесс беременности, которые очень Любят свою жену. любят жену, очень сильно ждут ребеночка, который скоро появится, которые действительно очень рады этой беременности, они правда переживают всю эту беременность вплоть до ощущения тех же самых факторов, которые переживает женщина в этот период. Это просто удивительно, но факт. Если ваши мужчины тоже такое переживают, напишите, пожалуйста. Просто мне хочется понять, это только у нас такая ситуация или действительно есть еще семьи, в которых это произошло. И наконец мы дошли до последнего пункта. Самый крайний, самый интересный, по-моему, это яркие сны у беременных. Почему они происходят? Почему они видят вот эти яркие сны, там, не знаю, более оживленные, более реалистичные? Почему это так? Моя жена, моя беремушка, и вообще по той информации, которой владеем мы информированы, что многие беременные говорят, что они видят более яркие сны, более такие впечатлительные, более с такими динамическими эффектами сны. Это явление можно также объяснить психологическими и физическими явлениями, которые женщина испытывает. И, по сути, представляете, да, у женщины появляется новое существо, новая жизнь в себе, и она все это ощущает. Поэтому она вот, исходя из этих факторов, начинает совсем по-другому видеть вот эти сны. Вот на днях я, опять же, это беременный мужчина, я тоже испытываю такие ощущения, я вижу яркие сны. Недавно один мой друг, это сон рассказываю мой, я и один мой друг и Том Круз прыгали с самолета, чтобы спасти мир. Это я так вкратце рассказал. Потом как-нибудь расскажу свои сны интересные. Это реально интересно. А мне, друзья, как ни странно, очень часто снится наш будущий малыш. Причем, что самое интересное, мы же не знаем пол малыша, и мы решили пока не смотреть, мы не хотим его знать до конца нашей беременности, до родов. Но это пока, может быть, наше мнение и поменяется. Но суть не в том. Мне зачастую снятся малыши
то мальчик, то девочка. Каждое, через утро или каждое утро, вот когда я просыпаюсь с этими снами, я Копчику рассказываю, говорю, сегодня была девочка. И причем я ее так ярко выраженно вижу, я там даже с ней разговариваю, то у меня такие младенчики там вообще малюсики, но они уже со мной говорят, то есть они мне что-то там передают. И с утра я это все четенько помню, я все это могу рассказать, я даже от этого очень часто просыпаюсь, потому что все это, как будто бы прям наяву по-настоящему. И девочки, и мальчики мне снятся, не знаю, может быть там мой ум хочет меня запутать таким образом, или мое подсознание, потому что, каждый раз я по-разному думаю. И после этих снов я опять же просыпаюсь и думаю, все, там точно девочка, потому что вот то-то, то-то, то-то мне снилось. Потом через 2 дня мне точно снится мальчик, который тоже очень видно, что он наш, я прям вижу, что сходство, эти детки все на нас похожи. И еще самое прикольное, что мне снятся какие-то там фэнтези, какие-то, такие не ужастики, но что-то тоже ярко выраженное, непонятное и неадекватное, можно так сказать. Из раздела моих снов, да? Да. Из раздела то, что, кстати, тоже видел на днях, сейчас вспомнил, там с Моргенштерном куда-то там ездили на яхте. Опять спасать мир. Ой, что-то ты такое тоже спасатель было. Малибу наш. Кратко подводим итоги той информации, которую мы узнали. Не надо бояться всех явлений во время беременности. По сути, вы совсем новый мир открываете в себе. И совсем новые чувства вы ощущаете. Этого вообще не надо бояться, надо радоваться, наслаждаться и кайфовать этому. Правильно? Правильно. Даже если это что-то совсем абсолютно странное происходит, воспринимайте все как есть. Это круто, это здорово, и это что-то новое. Здорово, что мы можем это познавать. Да, если это не болезненные ощущения, если это не тревожные какие-то ощущения, то есть я к тому, что не требует никаких там вмешательств докторов, то спокойно кайфуйте от этого всего. Наслаждайтесь процессом беременности. Спасибо, друзья, что вы досмотрели ролик до конца. Спасибо, что вы поставили лайк. Мы благодарны вам за эти действия. Вы просто молодцы. Вы супер. Мы вам тоже ставим лайки. И, конечно же, посмотрите то видео, которое сейчас у нас выскочит на экране. Или с этой стороны, постоянно путаю. Оно интересно. И опять же, про беременность. Спасибо, друзья, что были со мной, с моей женой Танюшкой. Вы были на канале Среканян Family. Поцелуй. Все, пока-пока, друзья. Всем спасибо. Турагентство. Турагентство? Просто.